Через 40 лет они вновь собрались вместе. Их уже не 14, но, как и тогда, они единственный секретный отряд водителей неземной техники. Вот она, техника космическая на грани фантастики. Как только на листах ватмана появились первые контуры будущей лунной машины, сразу же началось строительство лунодрома. Место выбрали в 20 километрах от Симферополя, в поселке Школьное. Задача была поставлена сложная – построить на Земле точную копию лунной поверхности со всеми кратерами, камнями и даже лунной пылью. Сначала убрали растительный слой здесь, затем выкопали специально в определенных местах ямы, которые потом уже назвали их кратерами. Все это было обложено крымским ракушечником, и не просто в беспорядке были разбросаны камни. Вот нужно было, чтобы этот камень можно было преодолевать этим технологическим образцом. Пейзаж лунодрома создавался по настоящим панорамам, переданным спутниками Луна-9 и Луна-13. Именно здесь, на лунодроме, предстояло оттачивать мастерство секретным водителям будущих луноходов. Окна зашторены, мои бойцы метров, наверное, 100, если не больше. 110 метров. Кабель вот такой. Да. И бойцы вручную, вот там подключалось, луноход выводят и повели сюда. Они управляют и шутили люди. Говорят, ну что, говорят, на Луну тоже бойцов отправлять будете? Весной 68-го план лунодрома был готов. А уже в сентябре экипаж приступил к тренировкам по управлению технологическим образцом лунохода на Земле. 10 метров вперед. Вас понял, вперед 10 метров. Принял. В ноябре 70-го секретное транспортное средство сделало свои первые шаги по Луне. Это мгновение весь отряд запомнил навсегда. Геннадий Латыпов никогда раньше ничем не управлял, даже на велосипеде мальчишка не гонял. Весь отряд водителей лунохода так и подбирали, чтобы никто никогда не сидел за рулем, так как дорогу, по которой придется вести транспортное средство, надо было не видеть, а представлять мысленно. Все команды выдавались вот этой ручкой, так, сейчас называют джойстик, а вообще она сделана была в свое время сделана под ручки самолетов, там, пилотов, там, управления. Управление через телесигнал оказалось непростым. Не хватало пространства, к которому так привыкли глаза. Все тело водителей было в датчиках. Каждую секунду снимались медицинские показатели состояния организма. За нами следила и медицинская группа. Там была целая бригада медиков. Мы же были все в датчиках, подключены к пульту. Вот. И нас перед тем, как идти на сеанс за полчаса, мы проходили тестирование медицинское. И если вдруг параметры, которые нормальные для меня, допустим, вдруг они где-то уходили, тут же прерывался сеанс, меня заменяли. Это покажется фантастичным, но эти люди учились работать на опережение, фактически в будущем. Сигнал идет до Луны несколько секунд, столько же обратно. Плюс время, необходимое на преобразование сигнала внутри лунохода, который не прекращает движение. Луноход-1 был рассчитан всего на 2 лунных дня активной жизни. По земным меркам – 3 месяца. Однако он путешествовал по Луне почти год. Луноход прошел 10,5 километров и передал на Землю 25 тысяч фотографий и 217 панорам лунной поверхности.